Привет! Добро пожаловать на мой канал Niki Sam Plays and Knits. Я вяжу крючком и спицами. Меня зовут Вероника. Каждый год по традиции дом принято украшать символами наступающего Нового года, чтобы в следующем году вам сопутствовала удача, успех, здоровье, счастье, богатство, в общем, все самое хорошее. По этому поводу я предлагаю связать вот такую крыску. В технике амигуруми. Вяжется она очень просто. Ее вы сможете поставить под елочку, если у вас небольшая елочка, подарить кому-нибудь, повесить на елочку, если сделать ей ниточку. Будем вязать. Присоединяйтесь. Итак, вот наши крыски, малышки. Вот такие вот они у меня. Для того, чтобы связать вот такую вот, к примеру, маленькую мышку, крыску, мне понадобилась вот такая пряжа. Это китайская пряжа из пуха норки. Она очень приятная, мягенькая. К ней идет в наборе всегда такая дополнительная нить, потому что сама пряжа очень мягкая и очень легко рвется, как вы можете видеть. Поэтому лучше добавлять вот такую укрепляющую нить. Или, так как у нас наступающий год белой металлической крысы, можно взять люрекс, вот такой вот у меня люрекс, и добавить к этой нити, и будет белая блестящая крыска. Можно вязать в две нити. Если для одной я брала крючок 1,5 миллиметра, то для двух нитей я взяла 2,75. Смотрите, как у вас получается. Чем плотнее вы вяжете, тем лучше. Не должны у игрушки амигуруми видны быть внутренности. Также вот для этой крыски я добавила люрекс. Вот. Он так красиво переливается на свету. Не знаю, видно ли это на камеру. Я смотрю, и мне не видно, но поверьте мне, здесь люрекс. Дальше можно вязать не слишком плотно, и получится мышонок побольше. Мышонок, крысенок. Для меня крыса — это большая мышь, по сути. Вот, если вязать более свободно, получается игрушка немножко побольше. Так же, как и в этом случае. Это у меня папа, это у меня мама, поэтому, чтобы было понятно, говорю, папу я вязала менее плотно, и можно видеть дырочки. Поэтому хотите, чтобы не было этого видно, вяжите как можно плотнее. Также вам для создания игрушек понадобятся или вот такие вот глазки. У меня такие вот глазки. Я брала обычный канцелярский клей, намазывала обратную сторону и приклеивала. Бывают глазки-гвоздики, которые продеваются насквозь и закрепляются пластмассовой штучкой. Они более надежно держатся. Но так как у меня детей нет,
мучить этих крысок будет некому, поэтому я взяла самый простой вариант. А еще лучше для совсем маленьких детей, которые могут выгрызть эти глаза, делать глазки из пряжи. Но я не стала делать глазки из пряжи, поскольку я хотела. Но не стала, поскольку у меня нет катоновой пряжи черной, а из шерсти получаются, ну, не такие выразительные глаза, и они как бы немного пушистые. Можно, конечно, взять клей, обмазать и скатать. Сделать такой шарик, сделать узелок, может быть. Надо будет попробовать. Может быть, попробую вместе с вами. И оставить кончики, чтобы можно было продеть вовнутрь. И так закрепить. Так. Чтобы показать вам, как вяжется эта крыска, я буду использовать другую пряжу, потому что эта пряжа слишком тонкая и слишком яркая для съемки на камеру. Поэтому лишнее я уберу. Люрекс тоже не буду брать. Так, клей оставлю, глазки оставлю. Крючки тоже убираю. Вот еще у нас есть ножницы для обрезания нити. Итак, ребят, этих оставим с нами, пусть составляют компанию. Нам понадобится, значит, пряжа, вот такую я взяла. Это самая толстая пряжа, которая у меня нашлась в доме. Будет у нас розовая мышь. Ну что, будет розовая. Я взяла счетчик. У меня такой старенький переделанный счетчик. Он так переключается, чтобы не запутаться в рядах, потому что пока я разговариваю, я могу забыть, какой ряд вязала. Ножницы я сказала, глаза клей, пряжа. Что за пряжа? Это катон. Производитель рекомендует крючок номер 5. 5 миллиметров. 70% катона, 30% полиэстер. Или полиэстер. Производитель рекомендует 5 миллиметров, но я уже пробовала вязать 5 миллиметрами. И как вы можете видеть, да, нить он цепляет просто замечательно, но для других проектов. Потому что, посмотрите, какая толщина нити. Я так скручу, у нас в процессе вязания все-таки будет она растягиваться и скручиваться. И посмотрите размер головки. То есть для наших целей, чтобы не было дырочек, как вот у этого ушастика, лучше взять крючок как можно меньше. Вот подбирайте крючок, который вот прям на грани. Вот он держит нить, не соскальзывает она, не расслаивается. Прекрасно, вот именно она и подходит. Чем меньше, тем лучше. Вот у меня это 3 миллиметра. И маркер нам понадобится для отсчета рядов. Если вы вяжете с петлями подъема, то в принципе он не нужен, их не будет видно, потому что они будут на пузике. Вот здесь. Я вязала, как вы видите, без петель подъема и вешала маркер. Для меня это более привычно. Так, я отмотаю немножко нити, чтобы не отматывать ее постоянно. Так вот.
И берем, с чего мы начинаем вязать нашу игрушку. Всегда с волшебного кольца амигуруми. Что такое волшебное кольцо амигуруми? Это вот это вот. Раз, вокруг пальца обвили нить и получили вот такое колечко. В него продели крючок и вот так вот протянули в это кольцо нить. Сейчас мы посмотрим, как она вяжется, как я правильно подобрала крючок. Так, вот это вот у нас петля подъема. Первую я всегда делаю в первом ряду. Я буду подсматривать в чарт, потому что, или как его еще называют, паттерн, который я собственноручно нарисовала, потому что мне, прежде чем давать вам его, мне нужно его проверить на себе. Поэтому посмотрим, как я правильно, неправильно нарисовала, нет ли ошибок. Вроде бы все правильно. Значит, первый ряд нам нужно провязать 4 петли. Вот он что будет, а? Я живу над дорогой, поэтому прошу прощения, если вам слышно то, что гудит, то у кого-то сдали нервы. А пока я рассуждала о том, кто и что там гудит, я провязала 4 столбика без накида, петлю амигуруми и затянула ее. Вот, раз, два, три, 4. Первый ряд готов. Теперь мы переходим во второй ряд. Во втором ряду должно, прошу прощения, быть 6. Должно получиться 6 столбиков без накида. Чтобы они у нас получились, нужно в первую петлю, пока оно маленькое, тяжело вяжется. Вот так. Вот. Первый готов. Дальше во вторую петлю нам нужно провязать 2 столбика. Так. В третью 1. Четвертую 2. Так, и мы получили 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы получили. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всегда пересчитывайте, потому что вы можете засмотреться, заслушаться, отвлечься. Кто-то вас утянет за собой, а потом будете вспоминать, что вы вязали и как. Так, вот я уже не отсчитываю, уже отсчитываю. 2. Вот 2 ряда. Третий ряд. Нам нужно получить 12 петель. Мы постепенно увеличиваем нашу тушку. Значит, из 6 как мы получаем 12? Мы в каждую петлю делаем 2 столбика. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это третий ряд. В четвертом ряду нам не нужно делать никаких прибавок, поэтому в каждый столбик мы провязываем, в каждую петлю мы провязываем по одному столбику. Переставляем маркер. Так. Раз. Два. 3. Так, тут я потеряла пару ниточек. Значит, это у нас раз, два, три. Это у нас 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Хорошо, это был четвертый ряд. Вяжем пятый ряд. Для этого нам нужно сделать прибавки. Как мы делаем прибавки? Делаем маркер. Вяжем первую петлю 1 столбик без накида. Во вторую петлю вяжем 2 столбика. Раз, два. В следующие 2 петли по одному столбику. Раз, два. В следующую петлю 2 столбика. Следующие 2 петли по одному столбику. В следующую петлю 2 столбика. По одному. 2. Теперь 2 столбика в одну петлю. И 1 столбик. Итого мы получаем пятый ряд и 16 столбиков. Можно пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, 16 у нас есть.
Переставляем маркер. Я не буду каждый раз пересчитывать. По ходу вязания все будет и так понятно. Вяжем 6-й ряд. Для этого нам нужно провязать в первые 5 петель по одному столбику. 2, не теряем. 2, 3, 4, 5. Теперь важный момент, чтобы сделать вот такой вот изгиб у крыски. Здесь она, получается, идет ровненько, капелька, а вот здесь идет такой изгиб. Чтобы она вот такая вот с задорным носиком получилась, нам нужно сделать прибавки сейчас. Подряд 6 прибавок. Значит, два столбика в одну петлю. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. В оставшиеся 1, 2, 3, 4, 5 петель нам нужно провязать по одному столбику. Раз. 2. 3. 4. 5. Мы уже почти вывязали всю отмотанную нить. Отмотаю еще немножко. Отмечу, что мы провязали 6-й ряд. Переставляем маркер. И вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду нам не нужно ничего менять, просто провязать его по одному столбику в каждую петлю. 2, вот это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Оно шуршит. Это из-за того, что плотная получается. Вот, провязали 7-й ряд.
И, догадайтесь, что? Правильно, переходим к 8. Вяжем 8 ряд. Для этого мы провязываем сначала просто 7 столбиков в каждую петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потом делаем прибавку. 1, 2, потом 1 столбик, потом еще раз прибавка. Так, и вот здесь примерно у нас середина спинки. Поэтому здесь мы делаем для равномерности 2 петли, 2 столбика в 2 следующие петли. Потом делаем прибавку. Потом опять 1 столбик в 1 петлю, потом опять прибавка. И в оставшиеся 7 петель пересчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Просто провязываем по 1 столбику. И 8 ряд готов. В 9 ряду ничего не нужно делать, кроме как просто его провязать столбиками без накида. Не устает рука от этого крючка. Непривычно тонкий крючок для меня. Если у вас тоже устает, попробуйте взять вот как я. Вообще у меня вязание амигуруми создает большое напряжение на руки, особенно почему-то на большой палец. И 9 ряд готов. Отмотаем еще немного. 9 ряд. 10 теперь будем вязать. Переставляем маркер. В 10-м у нас нужно провязать 7 петель. 7 петель, 7 столбиков. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Так, 7. Дальше делаем 3 прибавки через один столбик. Сейчас я покажу, как это. Вот. Первая. Теперь просто столбик. Теперь дальше прибавка. Раз. 2. Теперь опять столбик. И прибавка. Теперь вот мы опять добрались до серединки спинки. И для равномерности делаем, вяжем 2 столбика, следующие 2 петли. И теперь опять прибавки. 3 прибавки через одну петлю. Раз, 2, первая прибавка. Дальше просто столбик. Дальше вторая прибавка. Раз, 2. Просто столбик. И третья прибавка. И у нас должно остаться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правильно. 7 петель. И 10 ряд готов. Следующие 4 ряда мы вяжем без изменений, без прибавок, без убавок. Сделаем тельце. Я поменяю крючок, попробую немножко другую форму. Переставляем метку. Я думаю, просто можно ее вот так вот закрепить. И тут видно по бороздкам, как идут ряды, так что не потеряемся. И продолжаем. Как я уже сказала, 4 ряда. Итак, я провязала 14 рядов. И теперь будем делать убавки, чтобы сделать крыски, пардоньте, попу. Вот. Начинаем 15 ряд. Для этого, в котором нам нужно
котором нам нужно получить 24 столбика. Для этого мы будем убавлять через 2 петли. Но для равномерности мы начинаем с одной. А вот теперь убавляем. Вот здесь надо затягивать как можно плотнее, потому что будут дырочки. Видно, не видно? Так, если... так вот можно увидеть дырочки. Поэтому, так, я еще раз проделаю. Как мы делаем убавки, мы помним, да? Делаем раз, делаем два. Затягиваем. Теперь провязываем 2 столбика. Раз и 2. А теперь опять убавки. Делаем раз, два. Затягиваем. Раз, два. Так. Теперь опять так, я увлеклась. Итак, 15 ряд мы начинаем делать убавки. Для этого мы сначала провязываем одну петельку для равномерности убавок. Здесь мы провязываем одну, потому что последняя у нас тоже будет одна. Так удобнее. Теперь здесь мы хорошенечко затягиваем, чтобы у нас не было дырочек. Вот так. Раз. Потом следующие провязываем раз, два. Потом опять убавка. Раз, раз. Затягиваем. Потом следующие раз, два. Теперь опять убавка. Я не считаю сейчас именно сколько петель получается, поскольку вы, когда дойдете до конца ряда, вы поймете, наделали вы косяков или не наделали. Хватает у вас петель или не хватает. Это была убавка. Теперь 2 столбика. Так, теперь опять убавка. Как можно плотнее. Теперь 2 столбика. Раз, два. Теперь опять убавка. Два столбика. Опять убавка. Два столбика. Опять убавка. Два столбика. Опять убавка. Убавка, да? Вот она, убавка. Так, и правильно, вот один столбик остается. 15 ряд готов. Следующий ряд у нас тоже с убавками и уже для закругления. Будем закруглять попку. Поэтому мы делаем постоянно одни только убавки. Было у нас 24. Что я делаю? Было у нас
24 петли. Теперь должно остаться 12. Итак, раз, два, убавка, раз, два, убавка, раз, два, убавка, раз, два, убавка. Я стараюсь затягивать как можно сильнее. Да, конечно, от этого сильно напрягаются руки, но так положено делать. Раз, два, убавка. Раз, два, убавка. Вы можете видеть, как я. Надо сильнее затягивать, не давать этих дырочек. Раз, два. Ну, совсем без дырочек, конечно, это невозможно, но по мере возможности не давать им появляться. Внимательно следить. Так, мы почти скоро дойдем до завершения ряда. Можете видеть, как уже сужается наша тушка. Опять там у кого-то сдали нервы. Что мы имеем? Мы закончили ряд. 16 ряд. И теперь у нас последний ряд, 17. Уже не так его тоже удобно вязать. Поэтому как получается. Так вот вяжем. Раз. Желательно вообще на этом этапе набить тушку. Я немножко вытяну, чтобы не потерялась. Набить тушку. Забыла совсем в начале сказать, что вам понадобится наполнитель. Вот он. Не знаю, сколько я смогу натолкать. Немножко его расправлю, чтобы он был более пушистый. И наталкиваем, сколько влезет. Не слишком плотно, но и не слишком мало. Если натолкать слишком плотно, где мне тут не нравится, наверное, вот эту мышку я натолкала слишком плотно. Можно, кстати, будет потом вытащить прямо вот здесь вот так. Детям не смотреть это. Вот так. Можно вытащить лишний холофайбер. А все, что вылезло, спрятать обратно. Почему я говорю не слишком плотно набивать? Потому что тогда трудно будет изменить форму, чтобы посадить, вот, например, ее вот так вот носиком кверху. Вот так вот они мне больше нравятся. Если слишком сильно набито, они начинают пружинить и не поддаются изменению формы. Поэтому набиваем чисто так, чтобы она не сплющивалась. Вот. Может быть, даже хватит.
так сделать, распределить. Вот. Будет стоять? Или должна? Вроде бы будет. Так, первую петлю мы провязали. Теперь вторую. Третью. Четвертую. Пятую. И шестую. Вот, на этом, по сути, тело у нас закончено. Но можно еще, конечно, закрепить. Просто сделать следующую петлю, слепую петлю. Протянуть вот так вот нить насквозь через петлю. И этого, в принципе, достаточно. Так. Можно закрепить при помощи крючка, а можно найти специальную иглу. Кто-то использует трикотажные иглы. Мне когда-то с пряжей пришла вот такая пластиковая. Тоже она меня неплохо выручает. Итак, чтобы мне провязать, мне же надо немножко провязать, прошить. Надо оставить небольшой хвостик. Сколько мне понадобится. Я оставляю примерно как 3 иголки. Да, правильно? Правильно. Оп. Отрезали. Получилась клубничка, такая немножко изогнутая. Так, отставляем пряжу в сторону. Продеваем теперь вот эту всю нить в иголку. Затягиваем посильнее. Так, не добавить ли мне холофайбера, пока не поздно?
Можно, конечно, распустить последний ряд, и тогда дело пойдет быстрее, но я уже делаю так. Надо же себе придумать дополнительную работу. По-моему, нормально. Так. Теперь я зашиваю в противоположные петли. Так вот, раз. Вот они. Ну, вот особо не выдумывать ничего. Еще разик прошиваю. И, в принципе, это и все закрепление нити. Можно ее туда, вовнутрь. Такие вот жестокие манипуляции, но ничего страшного. Мышке не больно, крыске. Можно нити обрезать, а можно ее и спрятать вовнутрь. Такое вот еще дополнительное наполнение. Хотите, набейте больше. Мне подходит так, чтобы она вот не переворачивалась. Вот так. С телом мы закончили. Так, хорошо. Теперь нам предстоит оформить наших крысок. Тельце у нас есть. Теперь нам нужно сделать 2 ушка, носик и хвостик. Все это сейчас мы с вами сделаем. Начнем с вязания уха. Начинается оно с кольца амигуруми. И нам нужно набрать 8 петель. Сделаем петлю подъема. И начинаем вязать столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый ряд готов. Затягиваем кольцо. Хорошо затягиваем, чтобы не было дырочки. Вот так. Насколько можете, настолько примените силу, но так, чтобы нить не порвалась. И теперь второй ряд. Нам нужно сделать прибавку в каждую петлю. И получится, что у нас из 8 столбиков выходит 16. Делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот сюда. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, по 2 в каждую петлю. 7, 8, 8, 9,
10. Так, 11. 12. Хорошо. 13. 14. 15. И последний 16. Теперь закрепим, потому что у нас будет как бы такая улитка. Нам эта улитка не нужна. И делаем слепую петлю в следующую петлю. То есть вот следующая петля у нас. Вводим крючок, протягиваем нить через обе петли, что у нас получается на крючке. И вот так вот получаем одну. Вот первое ухо у нас готово. Вытаскиваем под линией нить, чтобы можно было пришить ухо. И потом мы, не смотрите, что оно такое плоское, вот так вот его вдавить в серединку. Вдавим его в серединку и получим вот такое ушко. Уже потом сформируем, когда пришьем к тушке. Теперь нужно обрезать нить и сделать второе ухо. Значит, как я обрезаю нить? Я беру иголку, прикладываю к нити и примерно 2,5-3 иголочки в длину, чтобы было удобно обрезать. Ну и обрезаю. Вот, первое ухо у нас готово. Подтянем и приступаем к вязанию второго уха. Делаем петлю амигуруми, делаем столбик подъема и начинаем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Подтянем немножко. Седьмой, восьмой. Так, первый ряд готов. Теперь петлю амигуруми нужно затянуть хорошенько, чтобы не осталось дырочки. И будем вязать второй ряд. Отсчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять делаем прибавку в каждую петлю. То есть по 2 столбика без накида в каждую петлю. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В общем, у нас должно получиться 16 столбиков. Внимательно смотрите, чтобы не пропустить петли, потому что вязание идет плотненько. Вот, опять-таки нам нужно отрезать нить, отмерить 2,5-3 иголочки. Отрезаем нить. Вот и второе ушко у нас готово.
Далее нам нужно связать хвостик. Хвостик — это у нас 14 воздушных петель. Вот это та деталь, которую нужно вязать не по кругу, а по прямой. Поэтому кольцо амигуруми здесь не нужно. Сделаем обычную начальную петлю, затянем ее. И теперь делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот. 14 воздушных петель. Получили такую вот косичку. Делаем воздушную петлю, петлю подъема для следующего ряда. Вот у нас рабочая петля. Эту мы петлю пропускаем и вяжем вот в эту. То есть через одно от крючка. Как мы делаем слепую петлю, мы сразу через 2 петли на крючке протягиваем нить. И также поступаем во всем ряду со всеми остальными петлями. Протягиваем нить через обе петли. Делаем до конца. И вот мы провязали последнюю петлю. Здесь делаем такую вещь. Протягиваем оба конца через последнюю петлю. Можете делать по-своему. В принципе, это не будет ошибкой. Но мне удобно так. И вот что у нас получается. Получается вот такой вот хвостик. Вот так вот он немножко все-таки закручивается. Можно его пришить по-разному. Здесь он у меня получается крючок немножко в сторону. А можно развернуть хвостик, пришить его чуть по-другому. И тогда он будет закручиваться кверху. Вот у меня такая серебристая пряжа. Она у меня лежит для летнего пуловера. Эта крыска связана именно из этой пряжи. Но у нее такой металлический блеск. Очень интересная пряжа. Так как крыска у нас получается большая, то лучше вязать из 2 нитей. Номер крючка я не поменяла. То есть тот же номер, которым я вязала тушку. Опять-таки делаем кольцо амигуруми. Делаем столбик подъема. И здесь нам нужно 6 столбиков.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем хорошенько нить. Очень хорошо затягиваем. И сейчас нам нужно сделать второй ряд. Получается вот такой вот кругленький носик. Чтобы получился такой кругленький носик, нужно в следующем ряду ничего не менять. То есть в каждую петлю я провязываю по одному столбику. То есть во втором ряду получается столько же столбиков, сколько и в первом. Всегда внимательно смотрите, куда вы провязываете, не пропускайте ли нити, чтобы работа была аккуратной. Я предпочитаю аккуратность скорости. Вы смотрите, как нужно вам. В таком мелком и, как это выразиться, без всяких премудростей в вязании очень видно, очень хорошо видно всяческие огрехи, также неправильно сделанные столбики подъема, неправильно провязанные столбики. Все это хорошо заметно. И опять-таки обрезаем нить. Как вы уже знаете, я меряю по иголочке. Все, лишнее убираем. Выверну носик, потому что он у нас, у меня он получился наизнанку. Чтобы у него была красивая форма и красивый вид, его надо вывернуть лицом наружу с ножницами, с моими ножницами. Это сделать проще, у них тупой конец. И вот так вот это будет смотреться. Что ж, кончик из середины вязания от начала его спрячем в серединку, чтобы не мешал. Хорошенько так утрамбуем. Теперь можно вдевать нить в иглу. И давайте прицелимся, как мы будем вязать. Найдем серединку, найдем нужное положение носика. Носик нужно пришивать хорошо, чтобы не было, как вот у этой крыски. Надо было просто сделать больше стежков, и не было видно бы стежка, которым пришит носик. Поэтому слишком не размахивайтесь. Вот у нас середина спинки.
за начальный ряд пришиваем. Пришиваем в противоположные петли. Потом крест-накрест. И потом желательно сделать еще раз крест-накрест, чтобы нить прошла через все петли. Тогда пришито будет аккуратно, и вам не будет стыдно за свою работу. Носик будет хорошо держаться, его уже никто и ничто не оторвет. Вязание довольно плотненькое. Конечно, было бы легче пришивать с помощью металлической иглы, но я предпочитаю пластиковую, потому что довольно часто накалываю пальцы. Протягивать через такое полотно тоже непросто, но придется поднапрячься. Ну вот, в общем, я уже пришила. Продену вот так через нос и обрежу нить. Теперь можно сформировать носик. Можно его вот сделать кругленьким таким. Можно сделать длинненьким. Смотрите, как вам больше нравится. Мне нравится больше кругленький. Нос пришили. Теперь, в общем, определяемся, как пришить уши. Более лопоухую мышь сделать или более настороженную. Чтобы было удобно пришивать, я выведу конец нити, который был у нас в самом начале, на переднюю сторону, так, чтобы оба конца по краю были примерно в одном положении. И также сделаю и на втором ухе. Ну, чтобы примерно все было в одном положении. Ушко формируется хорошо, получается кругленько, как нам надо. Пока его расправлю обратно. Ну, вот примерно на этом месте и пришью. Нить довольно толстая. Заправлять ее не так уж и просто. Обрежу лишнее. Вот так ее протягиваем.
будем. Теперь возьмем, пришьем второе ухо, чтобы оно симметрично смотрелось с первым. Буквально через один столбик. Вот так. Для удобства я возьму поменьше крючок, чтобы не протыкать в вязании большие дыры. И так нам будет проще затягивать нить вовнутрь. Вот концы прячутся именно таким вот негуманным способом. Но другого пока не придумали. Смотрите, как и куда вы протаскиваете, чтобы сверху не оставалось никаких выпуклостей, чтобы нигде ничего не торчало. И, конечно, старайтесь не вытягивать холофайбер наружу. Его потом довольно трудно затолкнуть обратно. Вы можете не затягивать всю нить вовнутрь, как я. Можете там часть затянуть, а часть обрезать, да и все. Ну, я вот затягиваю все. На месте глаза все-таки торчит холофайбер, но ничего, там будет приклеен глазик, ничего этого не будет заметно. Вот наши уши держатся. Что же, теперь нужно пришить хвостик. Вот серединка. Я пришиваю не к центру, там, где вот мы закончили вязание. Все-таки у мышей повыше хвостик будет. Где-то вот пару столбиков отступите и туда шейте. Суть заключается в том, чтобы вывести одну нить на сторону другой. Вот. А потом просто сделать такой вот двойной узел. Вот так вот его. То есть не в один перекрут, а в два. Так он будет гораздо плотнее. Тоже хвост получается не слишком ровный, но это даже хорошо. Где вы увидели идеальных крыс? Опять прячем кончики. Затягиваем все вовнутрь. Стараемся не вытягивать холофайбер, потому что его потом трудно спрятать. Но делайте, как получается. Не нужно прямо так сильно много от себя требовать.
Так, еще разик потянем. Вот, наконец-то. Сформируем ушки, вот уже видно, как она выглядит. Уже приобретает очертания. Угу. Осталось все-таки определиться с глазами. Ну, как вы считаете, какие глаза лучше? Вот такие вот маленькие? Или все-таки сделать ей большой? Какой лучше, маленький или большой? Вот напишите мне в комментариях, а я выберу, какие глаза предпочесть. Мне больше нравятся большие. Как-то она более живая выглядит. Что ж, я все-таки приклею эти глаза. Я намазываю обратную сторону глазика канцелярским клеем. Густенько так намазываю. Лишнее по сторонам, конечно, лучше убрать. И просто прижимаю. И также я поступаю со вторым глазом. Также густенько намазываем. Выравниваем, пока не засохло то, что у нас получилось. И мышка готова. Ну что же, теперь по традиции ставьте лайки, если вам понравилось, и дизлайки, если вам не понравилось. В любом случае, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пишите вопросы в комментариях, я обязательно на все отвечу. До скорых встреч. Пока.